Вы рассматриваете покупку немецкого кроссовера, и ваш выбор останавливается на Mercedes GLC и Audi Q5. Ну, какой из них подойдет вам больше? Приветствую на нашем канале, меня зовут AJ, и сегодня у меня есть Mercedes GLC 300 4MATIC с пакетом AMG. С другой стороны, Audi Q5 45 TFSI Quattro в комплектации S-Line. На первый взгляд, оба кроссовера выглядят довольно похожими. Цена на них начинается от примерно 57 тысяч евро в соответствующих комплектациях. Обе машины оснащены двухлитровыми турбированными бензиновыми двигателями с 4 цилиндрами. Полным приводом предлагает 5 мест, но давайте рассмотрим каждую из них подробнее. Сравним дизайн этих двух кроссоверов с разными пакетами оформления. Здесь представлен GLC с пакетом AMG и логотипом из маленьких звездочек Mercedes в центре, что выглядит действительно впечатляюще. Это обновленная модель 2023 года, построенная на базе новой платформы C-класса. Оба тестовых автомобиля оснащены множеством опций. Например, здесь установлены опциональные фары Digital Light со светодиодными проекторами, в то время как Audi Q5 предлагает современный дизайн и знаковую решетку Audi. Несмотря на то, что GLC представляет собой полностью обновленную версию на 2023 год, его силуэт остается легко узнаваемым. Однако это нисколько не делает его менее привлекательным. На мой взгляд, Mercedes с классическим дизайном акцентирует внимание на изящных линиях и элегантности. Покупателям доступны разные варианты колес, начиная с 19 дюймов. Это AMG-пакет, но также есть такое аэродинамическое оформление. Мне также нравится подножка. В то время как Q5 расположен рядом, хоть и обладает схожими чертами, выглядит немного более компактной по длине. Тем не менее, здесь установлены гораздо больше колеса 21 дюйм, которые придают автомобилю более спортивный вид. Они прекрасно вписываются в колесные арки, при этом остается достаточно места для дополнительного комфорта. Что касается задней части GLC, мне нравится этот спойлер. Также мне нравится этот горизонтальный черный элемент. Задние фонари также приятно выглядят, и они горизонтальные. Однако то, что мне, например, не сильно нравится, это фальшивые насадки на выхлоп. Но я уже привык к этому. Это уже не удивительно, это старое дело. Как насчет вас? Можете с этим смириться? Готовы принять такое решение? Пишите свое мнение в комментариях ниже. Но, по крайней мере, автомобиль компенсирует это наличием диффузора сзади. Если вы вглядитесь повнимательнее, то заметите, что на GLC указатели поворота не каскадные. А вот на Q5, если посмотреть, можно наблюдать каскадный эффект. Это не критично, однако мне все-таки нравятся такие мелкие детали. Они придают автомобилю дополнительное ощущение изысканности и роскоши. В то же время дизайн Q5 выглядит несколько сдержаннее. Буквально то же самое касается и нижней части автомобиля. Полностью фальшивые насадки на выхлоп, но также с диффузором. Вот ключ-брелок, прекрасный и тяжелый. Но, конечно, существует возможность использования бесключевого доступа. Давайте послушаем звук, издаваемый при закрытии двери. Он звучит очень надежно, без каких-либо зазоров и тряски двери. Задняя дверь также плавно закрывается без колебаний и дрожания. Таким образом, качество сборки действительно надежное. Теперь давайте обратимся к одному из ключевых различий между двумя кроссоверами и их интерьером. Начнем с быстрого осмотра красной кожи на дверных панелях. Разумеется, кожа может быть не только красной, но и выполнена из искусственного материала. Речь идет о сиденьях Artico, которые отличаются повышенной мягкостью. Более того, их можно оснастить функцией охлаждения. Верхняя часть панели выполнена из мягкого материала, в то время как нижняя — из более жесткого. Определенный интерьер становится значительно более привлекательным. Вкусы, разумеется, у всех разные, но если не обращать внимания на личные предпочтения в выборе цвета сидений, можно с уверенностью сказать, что дизайн здесь выполнен с большим изяществом. Давайте быстро взглянем на интерьер. Попасть внутрь очень легко. Как предполагается у кроссоверов, здесь доступен повышенный клиренс, а высокая крыша облегчает процесс посадки и выхода из автомобиля. Первое впечатление складывается моментально. Ух ты! Если салон Audi Q5 можно сравнить с идеально сшитым костюмом, в который ходит немецкий деловой человек, то интерьер GLC напоминает роскошное вечернее платье с ковровой дорожки на мероприятии Met Gala. Он выглядит невероятно экспрессивным и чувственным. Руль можно отрегулировать и по вылету, и по наклону. В данном случае у нас присутствует электропривод для регулировки руля. Мой рост составляет около 1,7 метра. И здесь у меня достаточно места над головой. Вот ключ-брелок от Q5. Также с бесключевым доступом. На мой взгляд, звук закрытия двери довольно хорош. Я не заметил проблем с плотным закрытием дверей или их люфтом на обеих кроссоверах. Очень уверенный звук. Теперь мы можем наблюдать заметную разницу между интерьерами этих двух кроссоверов. Однако это не означает, что в Audi его качество хуже. Конечно, здесь используются хорошие материалы, такие как этот интересный декор и элементы замши. Обивка салона приятная на ощупь.
А также радует наличие реальных физических регуляторов. Я бы отметил, что дизайн Audi в данном случае выглядит более классическим, поскольку это так называемая комплектация S-Line, сиденья обиты микрофиброй, динамикой и натуральной кожей. Они очень удобные. Руль также предлагает множество настроек по вылету и углу наклона. Мне здесь достаточно места над головой. И да, интерьер не производит впечатления тесности. Обзор места водителя. Итак, давайте проверим материалы. Верхняя часть очень мягкая на ощупь, однако эта накладка ощущается немного пустотелой, когда постукиваешь по ней. То же самое можно сказать о данной части, поэтому стоит отметить небольшой минус за эти мелочи. Мне все равно это нравится, очень функционально. Как можете видеть, здесь присутствуют физические кнопки и регуляторы, благодаря которым во время движения вам не приходится отвлекаться от дороги. Руки легко находят нужные элементы, а использование мышечной памяти и тактильной обратной связи делают управление еще более удобным. В общем, хват руля и его комфорт действительно хороши. Физические кнопки и ролики для управления громкостью заметно повышают удобство использования. Здесь также расположена настраиваемая горячая кнопка или клавиша. А если мы посмотрим на цифровую приборную панель, заметим, что вид ее легко меняется. Простые старые добрые кнопки отлично работают. У меня также есть удобное колесико для перемещения по разным меню. Кстати, давайте взглянем на этот показатель. Долгосрочная память. За последние несколько дней я проводил тест-драйвы обоих этих автомобилей, и они показали очень схожий уровень расхода топлива. Эти машины также очень похожи по параметрам двигателя, привода и расхода топлива, что объясняется их схожим весом. Реалистично ожидать, что средний расход составит примерно 8,7-9 литров на 100 километров, в зависимости от вашего стиля вождения. Здесь также присутствует проекционный дисплей. Это существенный контраст по сравнению с дисплеем GLC. Такой экран более горизонтальный и расположен значительно выше. Мне также нравится данный экран. Он функционирует отлично. Звук щелчка при нажатии довольно приятный, а цветовая гамма чуть темнее. Вам предоставляются различные варианты настроек для автомобиля, включая Audi Drive Select. Существует несколько вариантов профилей вождения, в том числе гибкие индивидуальные настройки. Физические регуляторы управления климат-контролем и подогревом сидений предусмотрены на данной модификации. Однако функция охлаждения сидений здесь отсутствует. Здесь также присутствуют переключатели, позволяющие делать выбор даже при их легком касании. Например, для регулировки воздуховодов. Селектор КПП, электронный стояночный тормоз, а здесь сдвижной подлокотник, который может быть приподнят. Итак, давайте обсудим дизайн, поскольку это определенно ключевой элемент GLC. Здесь представлена красивая вставка с текстурой дерева, которая кажется очень прочной. Если постучать по ней, она не будет звучать как пустота. Вставка окружена хромированными или алюминиевыми акцентами на всем протяжении, а также элегантными полосками. В общем, очаровательный дизайн, напоминающий каскадный водопад. Ощущение роскоши еще больше усиливается благодаря атмосферной подсветке повсюду внутри автомобиля, особенно в передней части салона. Она имеется даже внутри вентиляционных отверстий. Приятной особенностью является то, что если изменить температуру с горячего на холодный режим, подсветка становится синей, а при переключении с холодного на горячий — моментально красной. Руль отлично ложится в руку, равно как и подрулевые переключатели. И хотя они выполнены в виде сенсорных кнопок, создается впечатление, что инженеры сделали все возможное для максимального удобства. Во-первых, кнопки расположены на отдельных спицах руля, что упрощает оценку расстояния до них, тогда как наличие небольших выступов и впадин облегчает определение нужной кнопки для нажатия. Более того, они обладают функцией клика, поэтому при нажатии на кнопку выполняется та же функция, что и при касании. Таким образом, вы всегда можете нажимать эти кнопки для получения более четкой тактильной обратной связи. Приборная панель также полностью цифровая, поэтому множество функций и настроек доступно. Я могу выбрать спортивный режим, использовать экран для внедорожного режима или даже развернуть здесь полную карту навигации. Эта машина также оснащена проекционным дисплеем, который намного лучше, чем в Q5. Цвета насыщенные, а область информации достаточно широкая. Здесь отличная навигационная карта, и в общем я точно предпочитаю этот вариант из двух. В GLC используются самые передовые технологии в противовес Audi Q5. Так, например, здесь установлен очень большой сенсорный экран. Однако есть и неудобства. Управление климат-контролем полностью происходит через сенсорный экран. Тем не менее, настройки климата всегда доступны в одном месте, без необходимости открывать дополнительное меню. Вы можете углубиться в детали, но она всегда будет находиться здесь. Закрыть крышку можно этой кнопкой. Внутри центрального подлокотника еще больше места для хранения, а также есть отсек и еще пара разъемов USB-C.
Задняя дверь также имеет весьма большие размеры. Длина GLC слегка возросла в этом поколении. С учетом моего роста, примерно 1,73 м, пространства внутри явно хватает. У меня достаточно места, чтобы удобно поместить ноги под сиденье, так как оно поднято немного выше. Однако для высоких людей, которым придется сидеть сзади за другими высокими людьми, например, Томаса, это может быть довольно неудобно. Тем не менее, на задней части сиденья имеется вырез, и это определенно улучшило комфорт по сравнению с предыдущим поколением. Место над головой я считаю достаточным даже для тех, кто выше меня. Превосходный панорамный люк, установленный в данном случае, пропускает много света, но так как сегодня солнечный день, мне было бы удобнее его закрыть. Давайте рассмотрим заднюю часть салона Audi Q5. Возможно, она не столь просторная, однако проем двери, через который можно попасть внутрь, выглядит шире. Это особенно удобно при установке детских кресел. Здесь можно наблюдать некоторую вариативность угла наклона спинки сиденья. Ее можно поставить в более вертикальное положение или слегка наклонить, обеспечивая таким образом больше гибкости. Что касается габаритов, эта часть салона примерно такая же по размерам, как в GLC. Учитывая мой рост 1,73 м, могу сказать, что во втором ряду мне весьма комфортно. GLC немного превосходит Q5 по размерам, что, вероятно, обеспечит увеличение объема багажника. В нем предоставляется 620 литров багажного пространства, что, безусловно, больше по сравнению с Q5. Багажник обладает удачной прямоугольной формой, а благодаря пневматической подвеске уровень полубагажника может быть снижен. Кроме того, в салоне предусмотрены переключатели для складывания задних сидений. В Q5 ситуация немного отличается. В первую очередь, меня удивило наличие свободного пространства с обеих сторон при открывании багажника, что влияет на доступное место, так как занимает часть ширины. Разумеется, такой вариант далек от практичного. В общем, дно багажника плоское и находится на небольшой высоте. Тем не менее, здесь все равно есть 520 литров багажного пространства. Однако, несмотря на наличие специальных кнопок, задние сиденья, к сожалению, не складываются автоматически. Вам придется пройти в салон и опустить их вручную. Оба кроссовера обладают множеством схожих характеристик, как GLC, так и Audi Q5, оснащены двухлитровыми, четырехцилиндровыми, турбированными бензиновыми двигателями с мягкой гибридной технологией, полным приводом и автоматическими коробками передач. Длина каждого составляет приблизительно 4,7 метра, а вес около 1,8 тонн. Адаптивная пневматическая подвеска доступна для обеих моделей. Одной из интересных особенностей кроссовера GLC является наличие заднего поворотного моста. Давайте начнем с GLC. Прежде всего обсудим комфорт, поскольку это именно та черта, за которую ценят автомобили Mercedes. Благодаря пневматической подвеске GLC предоставляет такой характерный для марки Mercedes эффект, который знаком всем владельцам серийных автомобилей E-класса и S-класса. Плавное движение почти будто на волшебном ковре, можно так сказать. Тем не менее, эта плавность не проявляется сразу же, с начала поездки. Вероятно, слово «мягкость» будет наиболее подходящим для описания ощущений при вождении. Разница между комфортным и спортивным режимами на самом деле впечатляет. В спортивном режиме мощность двигателя и реакция рулевого управления значительно повышаются. Честно говоря, задний поворотный мост вносит ощутимую разницу. Конечно, в автомобиле такого класса это может показаться излишним. Так, Audi Q5 справляется весьма достойно без этой особенности. Однако, это приятное ощущение сразу бросается в глаза, и вы непременно будете пользоваться преимуществом. Недавно я припарковал свою машину возле дома на узкой улице, где обычно приходилось парковаться параллельно. Утром соседи, припарковавшиеся спереди и сзади, не оставили свободного места, и мне пришлось выполнять множество маневров. Однако, благодаря заднему поворотному мосту, я просто немного сдвинулся назад и воспользовался отличным 3D-видом, развернул автомобиль. Это действительно поразительно. В противоположность езде по трассе при высоких скоростях, где колеса движутся параллельно, увеличивая колесную базу. Автомобиль обретает большую устойчивость и менее чувствительное рулевое управление. Система помощи водителю также достойна упоминания, так как я обратил внимание на то, что система распознавания дорожных знаков действительно хорошо справляется со своей задачей.
Управление ими достаточно простое благодаря кнопкам с тактильной обратной связью, о которых мы уже упоминали. Мне нравится этот подход, поскольку кнопки разбиты на две отдельные группы. Таким образом, мне не приходится искать нужную функцию среди множества кнопок. Например, здесь присутствуют специальные кнопки для систем помощи водителю и отдельные кнопки для переключения между системой ограничения скорости или адаптивным круиз-контролем, а также для регулировки дистанции. Все функции разделены. Итак, рассмотрим Q5. Как она выглядит на фоне GLC и какая из них окажется лучшим выбором именно для вас. После первого знакомства с Q5 можно сказать, что она предлагает ощущение от вождения, больше похожее на обычные легковые автомобили, чем у GLC. Это действительно занимательно. В данной модели пневмоподвеска выглядит более сбалансированной. Конечно, она не такая мягкая, как в GLC от Mercedes, но в то же время не слишком жесткая. Она эффективно уменьшает колебания и толчки на неровной дороге. И хоть отсутствует ярко выраженная плавность езды, пневмоподвеска обеспечивает Q5 стабильность и большую уверенность по сравнению с Mercedes. Также рулевое управление Q5, несмотря на чрезмерный вынос руля, кажется более связанным даже в режиме комфорт. Более того, вы можете просто выбрать автоматический режим для динамики движения, и автомобиль будет автоматически адаптироваться к вашему стилю вождения с различными параметрами. Таким образом, вождение будет более расслабленным. Вы можете без проблем оставить автомобиль в автоматическом режиме и не беспокоиться по этому поводу. Таким образом, Q5 выглядит более зрелой и совершенной. Это подтверждается и в интерьере автомобиля. Объективно говоря, интерьер действительно хорош. Он более функционален, чем в GLC, благодаря практичным кнопкам. Что сразу же бросается в глаза, это технологии. Проекционный дисплей в Q5 уступает по четкости и функционалу дисплея GLC. Качество камеры заднего вида в Audi Q5 немного уступает GLC, разрешение несколько устарело. Даже с дополнительным опциональным пакетом для парковки, камера все равно не будет такой качественной, как у Mercedes. Однако сиденья Q5 также очень комфортабельны. Они почти не отличаются по ширине и поддержке от сидений GLC, хотя их эргономика и формы немного разнятся. Надо отметить, что это сиденье S-Line, а у Mercedes было красное сиденье. У вас есть возможность выбрать разные версии сидений и материал обивки, что существенно повлияет на комфорт в автомобиле. Учитывая размеры кузова кроссовера, в Audi Q5 водителю предоставляется немного больше свободного пространства, чем в GLC. Это частично связано с центральной консолью. В GLC изогнутая центральная консоль окружает водителя и, хотя выглядит стильно, отнимает место для ног. В Q5 подобной проблемы нет. Мягкая обивка есть, но консоль заметно уже и ниже. Поэтому салон кажется просторней. Также для Q5 предлагается опция с панорамным люком, что еще сильнее улучшает ощущение пространства внутри машины. Давайте поговорим о некоторых системах помощи водителю. Управление ими осуществляется с помощью несколько старомодного рычага, который мне хорошо знаком по автомобилям марки Volkswagen. Вы можете настраивать его. Знаете, после того, как я пробовал новые функциональные возможности GLC, мне показалось, что этот рычаг не очень удобный для использования. Разумеется, проблема проявляется в том, что вам приходится тянуться пальцем, чтобы дотянуться до него. Но когда к этому привыкаешь, можно действовать довольно быстро. Просто мне бы хотелось, чтобы он располагался здесь, под большим пальцем. Тем не менее, эта система является очень продуманной. Она распознает дорожные знаки и имеет прогнозирующую функцию. Благодаря навигации автомобиль понимает, что вы двигаетесь от зоны со скоростным ограничением 130 км в час к зоне со скоростным ограничением 100 км в час и начинает замедляться заблаговременно.
чтобы вы въехали в зону уже с требуемой скоростью, а не просто реагируя на обнаружение дорожного знака. Разница между комфортабельным режимом и спортивным режимом в GLC оказалась весьма значительной. Это было очень сильно ощутимо. В то время как здесь, в Audi Q5, переключение режимов отличается не столь существенно. Примерно на 10% меняется подвеска, на 10% меняется рулевое управление и так далее. В противоположность тому, что происходило в GLC, где разница составляла около 50%. Так что определенно, в GLC и Mercedes в целом вы получаете больше разнообразия вариантов, чем здесь, в автомобилях Audi. Так они смогли определиться с выбором между GLC и Audi Q5. Помните, я упоминал, что стартовая цена обеих комплектаций начинается от 57 тысяч евро. Но не забывайте и о множестве дополнительных опций, которые могут существенно увеличить стоимость автомобиля. Например, данный GLC с полным комплектом опций обойдется вам 92 тысячи евро. Дорогое удовольствие, практически стоимость GLE. В то же время Audi Q5 обладает более скромной ценой 79 тысяч евро. Однако у Q5 отсутствует такая опция, как панорамная крыша, а также некоторые другие дополнительные функции, такие как усовершенствованная система парковки. И если учесть стоимость таких опций, цена Q5 сравнимой комплектации составит около 83 тысяч евро. Разница в цене все еще велика, и учитывая, что это предыдущее поколение, вы можете попытаться получить скидку у местного дилера Audi. Таким образом, цена должна стать одним из основных факторов, которые вы учтете при выборе автомобиля. На самом деле, при покупке GLC вы точно знаете, куда потрачены ваши средства. Они были вложены в его интерьер и технологии. Салон этого автомобиля, безусловно, более премиальный и роскошный. Хотя это может показаться немного нарочитым, данную эффектность можно приглушить, выбрав сиденье более скромных цветов. И в итоге автомобиль окажется более утонченным с акцентом на дизайн. Также в GLC используются более продвинутые технологии, камера заднего вида и панорамная камера на 360 градусов по сравнению с Q5. Так что этот кроссовер однозначно становится моим предпочтительным выбором. Обязательно загляните на наш YouTube-канал, где вы найдете сравнительные обзоры GLC и Q5 с различными вариантами двигателей. Не забудьте посмотреть ссылки в описании под видео.